Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайших дней. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, какие энергии нам расскажут карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не передаст всего того, что вы чувствуете или что происходит в вашей жизни теперь. Но я вот хочу пригласить вас на свой сайт, где вы можете прочитать планетарные гороскопы, сверить свои планы или с тем, что у вас происходит в жизни, с расписанием звезд. И есть планетарный гороскоп как и на август, так и до конца 2024 года. И есть уже готовы для всех знаков зодиака видео на осень. И это у нас большая ретроградность, много планет будет в ретро-движении. Нам будут словно небесные силы возвращать какую-то ситуацию, которая может быть продолжена, чтобы мы что-то организовали в новом ключе или от чего-то, может быть, и отказались, оставив позади. Но мы пока смотрим на неделю, идем вперед. Первая карта, что важно знать или что будет преобладать, какие энергии на эту неделю для водолеев. Чего не избежать или возможные неожиданности. Чему сейчас не время, как видят карты. Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие водолеи? Что скрыто? Может быть, кто-то скрывает, а может быть, и вы чему-то не придаете значения. И 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Энергия денег. И личная жизнь. Такую карту тоже достанем. И последняя карта у нас будет как карта-совет. Что же будет важно? А вот, наверное, во-первых, запастись терпением и интуицией. Не торопиться куда-то, это важно, потому что Луна. Очертания, облик, как будто есть. Либо событий, либо по тем делам, которые вы собираетесь осуществить. Но конкретики пока нет. Или карта может говорить, в каком-то непредполагаемом варианте могут развиваться события, что для нас может быть неожиданно. Поэтому сохраняем бдительность по этой карте. Искусство мелких шагов. Это вы как и исследуете непознанную землю без карты. И понятно, что торопиться куда-то не нужно. Или когда вы идете в темноте, все же очертания только есть, конкретики нет. Для кого-то это может быть сопряжен период, время, когда вы, к примеру, занимаетесь каким-то новым видом деятельности или на вас возложили какие-то обязательства, обязанности, может быть, по работе новые, и вы пока тоже не уверены. Есть момент неуверенности, но есть еще и момент, когда интуиция нам помогает. Сама по себе карта 1000 неопределенностей, и это старший аркан. В хорошем смысле, в прекрасном смысле, это карта эмпатии. Это карта нашего дома и любящих людей. Поэтому кто-то из вас будет обустраивать свое жилище или заниматься вопросами личной жизни. Такое тоже может быть. Давайте посмотрим неожиданности. И я надеюсь, действительно, большинство из вас просто больше будут уделять внимание себе. Может быть, вопросам собственного здоровья, кстати. Карта Луна не говорит, что мы болеем. Но, кстати, есть и другой момент. Потому что по Луне проходит такое значение, когда, вот как фраза «меня несет толпа». А мы сказали искусство мелких шагов. И одновременно вам нужно все контролировать. Так вот, когда несет толпа, мы ничего не контролируем. Мы как бы себе не принадлежим. Поэтому, чтобы не оступиться, нужно быть внимательным. И где-то 9 жезлов. Это больше об какой-то закрытости, изоляции. 9 жезлов в колоде карты герметического Таро. Карта великой мощи, когда у вас достаточно сил. Но очень дозированно эту силу нужно распределить. Как будто не должно быть какого-то промаха. И где-то с учетом карты Луна точно. И сначала мы анализируем обстановку вокруг вас, анализируем какую-то новость, известие или то, что мы хотим осуществить. Потому что откликаться следует в 2 случаях. Первое, когда нам что-то угрожает. Второе, когда мы не должны упустить какой-то бонус или счастливый вариант, или когда, может быть, что-то положительное пытается войти в нашу жизнь. Пусть мы даже пока еще не видим, но, в принципе,
это может означать что-то доброе впоследствии для нас, поэтому какие-то первые шаги. Осторожно действуем. Осторожность, она присутствует на этой неделе. С чем-то не торопитесь. Это не есть, когда неожиданность. Это, скорее всего, для вас некоторая замкнутость может быть, вот как неожиданность. Может быть, вы обнаружите, что ну как-то мне хочется больше уединиться. Или это может быть или как свидетельство того, что вы устали, мои дорогие водолеи, правда? И тогда не тормошите себя, не пришпоривайте. Две карты нам будут говорить буквально об этом. Займитесь именно собой. Или подумайте, что для вас важно, где ваше хорошо, к чему вас призывает душа, или чем вам хочется заниматься. Здесь у каждого по-своему. Чему сейчас не время? Празднику, вот коротко и ясно. Ну да, и все те энергии, о которых мы говорили прежде, они идут вразрез с праздником. Поэтому, в принципе, какая-то какая осторожность, нет банкета, будем говорить. Ну, может быть, и есть какой-то повод, и вы будете обдумывать, и праздник, может быть, у кого-то даже есть, как и в семье. Но вы можете пересмотреть и сделать это как-то ну, в меньшем объеме. Поэтому, ну, не место каким-то торжествам, по крайней мере, пока на этой неделе видят так. Давайте узнаем, что же вам помогает. Сохранение силы. Мы сказали, карта силы, видите? Старший аркан. И девушка, прекрасная дева, которая намерена, рыжие волосы, которая намерена идти именно своим путем или продолжать какой-то свой проект, которая чувствует в себе силу. Карта великой мощи. Девятка жезлов. Держит льва на короткой цепочке. Лев – прообраз наших эмоций, нашего эго или эмоций, которые рвутся наружу, и нам их придется вот на таком коротком поводке где-то держать. Ведь это еще одновременно карта дипломатии. Да, эта карта отчасти может означать позицию как будто за кулисами, когда мы не должны себе навредить. Может быть, действовать где-то из-под вам придется, по крайней мере, вам это помогает. Это как позиция серого кардинала, можно это и так расценить. И значит, на этой неделе это все то, что для вас играет в плюс. Или сохранение собственных сил, собственных позиций. Может быть, вокруг какая-то турбулентная обстановка или тысяча неопределенностей. Поэтому нам карты все и сказали, сохраняй вот тот фарватер, который для тебя хорошо. Где-то выстраивая взаимоотношения через дипломатию, но, наверное, определиться с точкой еще ты не сможешь на этой неделе. Поэтому сохраняй свою концепцию взглядов на жизнь, свою силу, свои возможности. Неделя не такой большой срок, и сила вам определенно помогает. Вас ждут великие свершения, мои дорогие водолеи, и у вас какая-то своя миссия. Что же скрыто? Это у нас люди проходят под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. И я не могу что-то скрыто сказать, хотя могу предположить, что ну, человек не будет как открытая книга. Где-то и вам об этом тоже говорят. Могут быть какие-то вопросы, касаемые личной жизни по королю кубков. Часто проходят наши близкие, партнеры по браку или с кем мы вместе проживаем. Вообще два направления. Это эмпатия или контакты, какие-то чувства, эмоции добрые, дипломатия, опять же, или деньги конкретно. Может быть, вам придется где-то между эмпатией и финансовыми вопросами установить некоторую взаимосвязь или уравновесить разум и сердце, мои дорогие. Вот вполне вероятно, что скрыто. Может быть, и есть что-то, что скрыто, мои дорогие девочки, с учетом карты сила. Может быть такое. Вы узнаете, я жду ребенка. И вы будете со своим партнером, ну, именно это событие как-то решать, что-то, может быть, обустраивать, планировать. И тут, правда, какие-то неопределенности. Берегите тогда себя. Должна и об этом сказать. Или вообще, в принципе, мои дорогие, кто-то может быть элементарно из вас в отпуске и будет заниматься делами семьи, жилища, каких-то близких контактов, близкое окружение, ваши родственники. Но все равно есть карта Луна. Поэтому люди – не открытая книга. И вы будьте точно такими же, с учетом аркана Луна. Нам ведь тоже предлагают, пусть не в этой колоде, пусть в другой, 78 дверей.
там очень так вот ясно, четко, понятно, для чего нам эта луна дана, прорисована. Там есть башня, и мы как будто должны попасть в эту башню за закрытую дверь. И пусть она такая на вид непонятная, какая-то под наклоном, неказистая, но именно за этой дверью будет место нашей безопасности. Поэтому для вас безопасное место на этой неделе или безопасное состояние по работе, по личной жизни, никакой конфронтации, нет какой-то особой активности, сил более чем достаточно, но призывают все карты пока эту силу как-то дозированно рассчитать, или, может быть, пока не время на чем-то настаивать своем, или вы быстрее договоритесь через дипломатию. Дела, работа, бизнес, восьмерка пентаклей, правда, тут может быть как продвижение по работе, или решение вопросов по документам, вопрос какого-то профессионального роста, карьеры, построения или получения денег, или каким образом ко мне приходят деньги, может быть дополнительный заработок. Нам уже по восьмерке пентаклей показан профессионал, который буквально создает эти пентакли. И в последующем как бы рост предполагается, какой-то прогресс. Поэтому держите руку на пульсе, вы себе не должны попросту навредить, помешать. Все то, о чем мы уже говорили. Прекрасная карта на осуществление ваших дел. И деньги как будто будут. Но давайте и деньги откроем тоже. И часто, посмотрите, правда, 2 короля уже вам выпало. И, мои дорогие водолеи, может быть, для кого-то для решения мелкого вопроса вам придется отправиться в любое учреждение, у каждого тут будет по-своему, или в какую-то инстанцию, или к какому-то чиновнику, или вам придется разговаривать с людьми, которые, несколько выше вас рангом, или, может быть, это по работе, с начальником вашего начальства разговаривать, общаться на несколько ином уровне, вполне вероятно. Но король пентаклей на деньги – это великий консерватор, он больше сохраняет. Правда, король пентаклей и вот этот вот какой-то пышный праздник тут немножко не стыкуются, поэтому будьте рациональны, в деньгах где-то более прижимисты, об этом нам говорят. И быть консерватором по части финансов на этой неделе стоит. Но если мы говорим, кстати, о решении каких-то личных дел, вопросов, тогда есть человек, который может нам буквально прийти на помощь финансами. Или сейчас финансовое ваше положение достаточно стабильно, по крайней мере, 2 карты об этом говорят. И я бы сказала даже 3. Король кубков. Король кубков всегда при деньгах. Поэтому по финансам как раз энергии очень положительные. Но есть, видимо, еще и то, что мы пока не видим в полном объеме. Все же аркан Луна. Поэтому и карты где-то говорят, да, на преувеличение прекрасно, если мы о финансах. Но о крупных тратах, то я бы сказала, скорее нет. Не на этой неделе. Личная жизнь. Еще раз денежная карта. Вы знаете, 9 пентаклей, ведь это карта самодостаточности. Шикарная. Но есть такой момент, когда это может быть ваше хобби, которое пойдет в рост, когда уделить вопросам своей, если у кого-то как подработка или вторичный доход определенно стоит. И я могу предположить, что кто-то, к примеру, кто работает из дома, вы будете работать больше. Или как-то складываются обстоятельства, что вот сейчас такой период, куй железо пока горячо, и будет некоторая такая вот закрытость, потому что у меня сейчас как подфартило по деньгам. Может быть, у кого-то, мои дорогие, но это те деньги, которые мы зарабатываем сами. Это не те, которые, без приложенных усилий, буквально как манна небесная, падают нам на голову. Может быть, и такие суммы есть. Я могу это предположить. Или как вторичный доход. Но распределение все равно нам об этом, посмотрите, по сути дела, об этом нам говорят карты. И где-то уравновесить. Мы, может быть, и хотим этого праздника или что-то приобрести, а нас немножко останавливают и говорят, нет, как-то ты тут рассчитай и больше удели внимание именно тем делам, направлениям, вопросам, откуда ты можешь получить этих денег больше, или вашему ремеслу, или вашему творчеству, хобби. Здесь может быть как рост популярности вашей. И я бы даже сказала, пусть напрямую нам не говорят, но все же добавьте себе популярности, если вы эксперт в каком-то деле, или вы профессионал,
Вы обладаете вот этим ресурсом, когда вы умеете делать что-то руками. Потому что какая-то удивительная неделя, пусть тысяча неопределенностей, но если вы аккуратно о себе заявляете, в последующем я могу предположить, как раз вот этот рост популярности и произойдет. Что-то для себя сделать очень хорошо вы можете, включая какой-то финансовый вопрос. Совет. Ваше решение. У кого-то паж жезлов не такая крупная карта, но это когда уже у нас есть какой-то план. Движений нет, активности, суперактивности тоже нет по этой карте. Это еще есть, как, знаете, сама по себе идея, несколько сырая, и карта Луна нам говорит, облики есть, конкретики нет, но мы должны составить тезис-план или бизнес-план для себя самих. Что-то предусматривать, что нам придется в последующем корректировать, потому что сырое или обстановка будет меняться, но идти уже вперед. Это, по сути, готовность идти вперед. У кого-то, повторюсь, вопросы, связанные с детьми или какими-то вашими проектами, или, возможно, новость, которая вас заставляет как раз как-то реорганизовать свою жизнь. Но как будто карта приглашает идти за этим импульсом или идти за этой новостью, идти аккуратно, осторожно, но не сказать, что нет, это мне показалось, или это какая-то пустота, или это то, что не может быть продолжено. Скорее всего, здесь что-то должно быть организовано как-то иначе. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.